Под нашими ногами и за пределами звезд скрываются невероятные сокровища. Некоторые сформированы в сердце далеких астероидов, другие зарыты всего в нескольких дюймах под землей. От чужеродных минералов, заключенных в космических породах, до потерянных артефактов, стоимость которых исчисляется миллионами. Но среди них одна находка выделяется особенно, настолько редкая и ценная, что даже эксперты были поражены и остались без слов. Может ли это быть доказательством чего-то неземного или всего лишь частью великой загадки природы? Приготовьтесь удивляться, ведь это не просто истории, а настоящие факты. В Виктории, Австралия, один старатель сделал невероятное открытие. Ища золото при помощи бюджетного металлоискателя неподалеку от города Баларат. Вначале он думал, что золото, которое он нашел, стоит около $10 000, однако, когда он взял его в руки, сразу понял, что его настоящая ценность гораздо выше. Самородок весом в несколько фунтов оказался почти на $250 000, что сделало эту находку одной из самых ценных золотых находок последних лет. Такие открытия бывают крайне редки, но они служат напоминанием, что под поверхностью Земли все еще скрываются сокровища, ожидающие своего счастливого обладателя. Возможно, судьба вмешалась именно в этот судьбоносный момент, когда обычный, ничем не примечательный день стал уникальным и изменил жизнь человека. Золотодобытчики работают в этих богатых местах Виктории с времен золотой лихорадки XIX века, и подобные находки подогревают надежды современных охотников за сокровищами. Хотя самородок был немного грубоват, открытие доказывает, что даже с самыми простыми инструментами и небольшим опытом можно найти богатство в самых неожиданных местах. По словам старателя, кто знает, возможно, и вы обнаружите свое сокровище, которое ждет своего часа. Его история — это настоящий триумф охоты за удачей и безграничного потенциала скрытых богатств. Ученые же сделали настоящий джекпот. Нашли 2 новых минерала прямо из космоса. В 2020 году огромный метеорит весом в 15 тонн упал в Сомали, став одним из крупнейших космических объектов, когда-либо найденных на Земле. Ученые из Университета Альберты проанализировали срез метеорита и сделали прорывное открытие: 2 полностью новых минерала, ранее никогда не встречавшихся в природе. Их назвали эллялиит и элкинстонтонит. Ранее эти минералы синтезировали лишь в лабораториях 1980-х годов, поэтому их естественное обнаружение стало существенным событием для планетарной науки. Исследователи полагают, что эти минералы могут дать ценные сведения о формировании небесных тел, так как они, вероятно, входят в состав астероидов, существовавших в ранней Солнечной системе. Однако дальнейшая судьба самого метеорита остается неясной. Он был перевезен в Китай, где его могут продать в частные коллекции, что ограничит возможности для дальнейших исследований. Особый интерес у ученых вызывает факт наличия 3-го неопознанного минерала в составе метеорита, открывающего перспективы для нового изучения космической химии и эволюции планет.
В 2013 году около Челябинска, Россия, взорвался гигантский метеорит, создавший ударную волну в 20 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Масса космического камня составляла примерно от 12 до 13 тонн, и, приближаясь к Земле с огромной скоростью, он моментально осветился яркой вспышкой, а потом взорвался под воздействием тепла и давления. Взрыв выбил стекла в городах Челябинск и Екатеринбург, ранив более 1600 человек, в основном порезами от осколков стекла. Крупнейший фрагмент метеорита весом 654 килограмма был обнаружен в озере Чебар-Куль после 10-дневных погружений водолазов. Изучение этого метеорита дало множество данных о формировании Солнечной системы и повысило глобальное внимание к опасности близко расположенных к Земле объектов. Сегодня осколки Челябинского метеорита хранятся в музеях как напоминание о космической мощи и необходимости программ обнаружения астероидов. Под своей поверхностью метеориты скрывают тайны и редкие минералы, ключ к пониманию происхождения Солнечной системы. Однажды один ютубер решился на дерзкий эксперимент. Он использовал гидроабразивный резак с давлением 60 тысяч фунтов на квадратный дюйм, чтобы разрезать редкий скандинавский метеорит стоимостью $110 тысяч и показать его уникальные внутренние узоры. Метеорит содержал 88% никеля с примесями редких элементов, а узоры Видманштеттена, образующиеся миллионы лет в космосе, невозможно воспроизвести на Земле. Дополнительная шлифовка и травление кислотой позволили раскрыть структуру еще ярче. Однако разрезание снизило стоимость метеорита до $45 тысяч, демонстрируя сложность баланса между научным исследованием и сохранением артефактов. Этот эксперимент стал уникальной демонстрацией красоты космоса и дал ценную информацию о нашей истории. Марсианские метеориты считаются одними из редчайших космических объектов на Земле. Они составляют лишь 0,15% всех известных образцов. Эти исключительные образцы возникли в результате древних астероидных ударов по Марсу, выбивших породы с поверхности планеты и доставивших их впоследствии на Землю. Ученые изучают эти метеориты, чтобы узнать больше о геологии и климате Марса, а также о возможности существования жизни на планете в прошлом. Одной из самых волнующих находок стал килограммовый марсианский метеорит, упавший в условиях сухого климата, что минимизировало загрязнение и позволило сохранить его химический состав. Среди других заметных образцов 15-килограммовых метеорит из Индии, возможно, содержащий органические соединения и потенциальные следы прошлой биологической активности Марса. Таким образом, марсианские метеориты чрезвычайно редки и высоко ценятся в научных кругах и среди коллекционеров, жаждущих иметь частицу красной планеты. Недавно из Индии был извлечен уникальный марсианский метеорит весом 15 килограмм, крупнейший из обнаруженных до сих пор. В отличие от других, он остается неклассифицированным, что добавляет загадочности его происхождению и составу. Тем не менее, ученые выявили его плавовую корку и кристаллы оливина, что подтверждает внеземное происхождение. Особо интересно, что в составе этого метеорита могут содержаться органические соединения. Если это подтвердится, находка станет ключом в поисках следов жизни на Марсе.
Благодаря своей редкости и научной значимости метеорит представляет высокую ценность как для исследователей, так и для коллекционеров. Метеорит «Черная красавица» NWA 7533 считается одним из самых редких и ценных образцов. Обнаруженный в 2011 году в Сахаре, этот древний камень предположительно произошел с Марса более 4,5 миллиарда лет назад, вероятно, один из самых старых известных фрагментов коры планеты. Темная блестящая поверхность может содержать важные доказательства климатических условий, вулканической активности или наличия воды на Марсе в древности. Из-за редкости находок «Черная красавица» входит в число самых дорогих метеоритов мира. Ученые продолжают детально изучать образец, стремясь раскрыть тайны геологической эволюции Марса и возможности существования там жизни. Ученых потрясло открытие гидратированных минералов в метеорите Sutter's Mill, упавшем в США в 2016 году. Возраст этого камня оценивается в 4,6 миллиарда лет. Он образовался во время самого начала формирования Солнечной системы. Карбонатный хондрит Sutter's Mill содержит гидратированные минералы, прямые доказательства присутствия воды в космосе. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что метеориты могли доставлять воду на Землю, формируя океаны и создавая условия для возникновения жизни. Если вода доставлялась подобным образом на другие планеты, это могло поспособствовать созданию обитаемых сред и там. Метеориты уже давно рассматриваются как капсулы времени снаружи Земли. Возможно, они даже содержат ключевые подсказки о происхождении жизни. Некоторые метеориты содержат аминокислоты, строительные блоки живых организмов, что поддерживает идею о том, что органические материалы распространялись по космосу и попадали на Землю. Это согласуется с теорией панспермии, предполагающей, что основные химические элементы жизни были занесены на планеты через столкновение метеоритов и комет миллиарды лет назад. Особенно ценны карбонатные хондриты, поскольку они также могут содержать следы воды, что укрепляет гипотезу о том, что именно космические породы и материалы сформировали химию молодого земного шара. Изучая эти древние фрагменты, ученые надеются глубже понять не только возникновение жизни на нашей планете, но и возможность ее появления на других телах во Вселенной. При входе в атмосферу метеориты подвергаются сильному нагреву и давлению, из-за чего их поверхность плавится и образует тонкий слой, плавовую корку. Обычно она черного или темно-коричневого цвета, быстро охлаждается после приземления и сохраняет запись космического путешествия. Под коркой иногда видны уникальные кристаллические структуры, кристаллы оливина и пироксена, богатые никелем и железом. Самые впечатляющие из них встречаются в палласитовых метеоритах, где хрупкие оливиновые кристаллы словно парят в металлической матрице. Эти структуры чрезвычайно важны для ученых, изучающих историю охлаждения астероидов и ядра планет, помогая лучше понять формирование Солнечной системы и геологические процессы на небесных телах. Среди метеоритов встречаются разные составы. В основном они содержат железо, никель и силикатные минералы, но некоторые из них удивительно включают в себя золото. Это свидетельствует о том, что драгоценные металлы существуют не только на Земле, но и в космосе. Ученые считают, что во время формирования Солнечной системы столкновения астероидов разбросали множество элементов, в том числе золото и платину, которые позже попали на Землю с помощью метеоритных ударов.
Это подогревает интерес к добыче ресурсов на астероидах, где могли бы быть скопления ценных металлов. Хотя метеориты с золотом редки, они усиливают убеждение, что Вселенная полна сокровищ, готовых быть открытыми как учеными, так и исследователями. Амбра, прозванная плавающим золотом, редкий и дорогой продукт, образующийся в кишечнике кашалотов и используемый в производстве элитных духов из-за своих ароматических свойств. Однажды рыбак на острове Ко-Самуи в Таиланде обнаружил кусок амбры весом 10 килограмм, оцененный примерно в $500 тысяч. Другая находка – 30-килограммовый фрагмент, весомый более $1 миллиона, сделала короткую пляжную прогулку обычного рыбака запоминающимся событием. Амбра формируется в результате реакции на непереваренную пищу у китов и может годами плавать в океане, пока не выбросится на берег. Такие находки демонстрируют, что природа иногда дарит неожиданные богатства счастливчикам, роющимся на берегу. Самый крупный в мире опал – настоящий шедевр природы, отражающий невероятную красоту и уникальность этих самоцветов. В отличие от привычных мелких камней для ювелирных украшений, этот гигантский опал – симбиоз кремния и воды, сформировавшийся геологическими процессами на протяжении миллионов лет. Обнаруженный в Австралии, стране, известной своими великолепными опалами, этот камень впечатляет размерами, блеском и игрой цвета, что делает его одним из самых ценных и исключительных образцов на планете. Такие редкие находки привлекают внимание коллекционеров и специалистов-огранщиков во всем мире. Будь то музейная экспозиция или драгоценность частной коллекции, крупнейший опал – еще одно свидетельство загадок, скрытых глубоко под землей, созданных веками. Скупщики обнаружили метеорит с вкраплениями золота, что стало редким и поразительным подтверждением существования драгоценных металлов в космических породах. В отличие от большинства метеоритов, состоящих из железа, никеля и силикатов, этот образец имел встроенное золото, что свидетельствует о том, что столкновения астероидов могли способствовать переносу ценных металлов на Землю более 3 миллиардов лет назад. Ученые полагают, что золото на нашей планете частично произошло именно из космоса в результате таких ударов. Это вызвало повышенный интерес к разработке технологий добычи ресурсов на астероидах. Возможно, там накопились большие залежи золота, платины и других редких материалов. Будь то научный интерес или перспектива будущих космических исследований, такой метеорит вновь подтверждает веру в гигантские скрытые сокровища, которые просто ждут своего открытия. Много веков моря скрывали потерянные богатства, в том числе золото и драгоценности со затонувших испанских галеонов. К примеру, у побережья Флориды дайверы обнаружили золотые монеты 1750 года на сумму более $1 миллиона. Эта находка стала настоящим шоком для всех. Штормы, пираты или навигационные ошибки унесли в морскую пучину множество испанских кораблей, полных золота, серебра и других драгоценных предметов, оставляя огромные состояния в ожидании тех, кто их найдет. Одной из самых известных находок считается золотая чаша, найденная в местечке Санта-Маргарита. Сокровища были найдены всего в 30 милях от Ки-Уэста, Флорида, на месте крушения того же галеона во время урагана. По мнению экспертов, чаша, вероятно, была чашей для причастия, принадлежавшей служителям церкви или аристократам Испании, придавая ей большую историческую и культурную ценность. Этот редкий артефакт, оцененный свыше $1 миллиона, напоминает нам о тайнах океана и о богатствах, потерянных во времени, которые все еще ждут своего открытия.
Прогулка по пляжу привела 15-летнего подростка к бликующей в песке находке, обручальному кольцу, потерянному много лет назад. Ребенок вместе с мамой разместили объявление в местной группе в Facebook в надежде найти владельца. К их удивлению, спустя немного времени кольцо было опознано женщиной из далекого города, которая потеряла его на пляже Хантингтон-Бич несколько лет назад и уже не надеялась его найти. После подтверждения личности владелицы она была вне себя от радости, вновь вернувшись к очень дорогому сердцу предмету. Эта трогательная история показывает, как благодаря добрым действиям и силе социальных сетей потерянные сокровища могут возвращаться домой, создавая по-настоящему волшебные встречи. Десятилетия спустя после смерти Шарлотты Бронте в чердачном помещении в Уэльсе была обнаружена скромная золотая печатка в металлическом футляре. На кольце была выгравирована надпись «Си Бронте» с датой 31 марта 1855 года, день смерти знаменитой авторши Джейн Эйр. Хотя материальная стоимость кольца была невелика, его историческая ценность сделала эту находку бесценным реликтом для литературных коллекционеров. После подтверждения подлинности кольцо оценили свыше чем в $26 тысяч, связывая его с одной из самых знаковых фигур английской литературы. Этот неожиданный артефакт открывает редкую возможность заглянуть в частную жизнь великой писательницы и доказывает, что тайны прошлого еще могут всплыть на свет. В марте 1974 года семья Бетс во Флориде обнаружила на своей территории загадочный металлический шар после лесного пожара. Вскоре они заметили необычное поведение. Шарик самостоятельно катился, издавал звон при ударе и даже двигался при звуках или вибрациях. Слухи о загадочном объекте достигли НАСА и военных, которые провели тесты для определения происхождения. Несмотря на предположения скептиков о промышленном происхождении, необычные магнитные свойства и аномалии шара до сих пор вызывают вопросы. Подлинная природа и назначение шара остаются нераскрытыми, и сегодня это один из самых интригующих объектов в сфере НЛО, вызывающий множество теорий об инопланетном происхождении. Миссия НАСА «Осирис-Рекс» вошла в историю, доставив обратно образец астероида Бенну, первую подобную миссию возврата образцов с астероида. Теперь фрагменты хранятся в космическом центре имени Джонсона. Образец содержит гидратированные глинистые минералы, около 5% по весу углерода, 2 необходимых компонента для изучения происхождения жизни на Земле. Ученые также были рады обнаружить дополнительные образцы вне основного контейнера. Исследования Бенну помогут раскрыть тайны формирования планет и органической химии в космосе. Астероид также представляет угрозу. Существует небольшая, но значительная вероятность его столкновения с Землей в будущем. Поэтому образцы также важны для планетарной обороны. Части минералов предоставляются исследователям по всему миру. В 1984 году в Антарктиде был найден один из самых спорных космических объектов – метеорит ALH-8431, который, как предполагалось, может содержать доказательства древней жизни на Марсе. Ему около 1,5 миллиарда лет, а он отбыл с Марса 11 миллионов лет назад, упав на Землю. В 1996 году ученые НАСА обнаружили внутри метеорита включение стекла
содержавшие образцы марсианской атмосферы, доказательства его марсианского происхождения. Более интригующим было обнаружение похожих на окаменевшие бактерии структур, а также органических соединений и кристаллов магнетита, признаков биологической активности, известной на Земле. Часть исследователей восприняла это как доказательство прошлой микробной жизни на Марсе, другие же считали данные химическими, а не биологическими процессами. Несмотря на разногласия, ALH-84001 остается центральным звеном в поисках жизни вне Земли и вдохновила дальнейшие исследования Марса. В 1996 году началась дискуссия после заявления ученых НАСА о том, что метеорит ALH-84001 содержит микроскопические структуры, напоминающие ископаемые бактерии. Вскоре энтузиазм подогревался предположениями о наличии органического материала и магнетита, возможных доказательств древней жизни. Однако множество ученых быстро высказались, что подобные аномалии лучше объясняются геологическими процессами, а не биологическими. Эти споры остаются нерешенными и по сей день. Открытие способствовало развитию марсианских миссий, таких как марсоход Perseverance, который ищет подобные признаки на Марсе. ALH-84001 – один из важнейших изученных метеоритов, поддерживающий вечный вопрос о существовании жизни за пределами Земли. Кяутхит – самый редкий минерал, известен лишь одним образцом весом 1,61 карат. Этот редкий драгоценный камень найден в Мьянме, регионе, знаменитым рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Отличаясь от привычных драгоценных камней, таких как алмазы и рубины, кяутхит состоит из висмута, сурьмы, кислорода и тантала, уникального сочетания, ранее не встречавшегося в природе. Единственный образец экспонируется в Смитсоновском институте, оставаясь недосягаемым кладом для коллекционеров. Сложности сопровождают добычу из-за серьезных экологических проблем и принудительного труда в регионе. Несмотря на это, Кяутхит напоминает нам о скрытых геологических чудесах, ожидающих своих первооткрывателей. Самородок Hand of Faith — одна из самых феноменальных находок золота. Он весит невероятные 31 килограмм, 61 фунт. Его обнаружила семья старателей, используя простой металлоискатель всего в 15 сантиметрах под землей рядом с трейлерным домом. Особенность самородка — его уникальная форма, напоминающая протянутую руку. В отличие от других крупных находок, этот самородок никогда не переплавляли, что сохранит его необычный облик. После обнаружения он был продан казино в Лас-Вегасе, где теперь открыт для публичного просмотра, являясь крупнейшим из подобных экспонатов в мире. Рука удачи олицетворяет неиспользованные богатства, скрытые под землей, воплощая мечты сокровищедобытчиков о своей удаче. Эти замечательные находки доказывают, что мир и даже вся Вселенная все еще хранят тайны, готовые открыться. Какая из них удивила вас больше всего? Расскажите в комментариях. Если вам понравилось это путешествие по невероятному и загадочному, не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые приключения. А если вам хочется еще больше невероятных открытий, смотрите следующее видео на экране. Вас ждут ошеломляющие открытия. До встречи!